Продолжать удивлять избалованную публику сложно. Бывает необходимо прибегнуть к обману, способному скрыть ограниченность и хрупкость человеческого тела. Ведь какой бы великий и целеустремленный духом не управлял, обмануть законы физики вряд ли получится. Зато получится у магии. Чтобы открыть циркача в одиночке, предстоит сначала прожить 16 дней. В ДСТ же Вольган доступен сразу, и при старте имеет каменную гантельку, которую в свободное время необходимо будет тягать, чтобы стать сильней. В одиночке дядька подходит для новичков. Такая машина убийств, работающая на фрикадельках. Количество здоровья и наносимый урон здесь полностью зависит от наполненности желудка. А покушать он любит. Голодает в 1,5 раза быстрее остальных. В обычном состоянии, когда сытость от 100 до 220 единиц, он ничем не примечателен. Если же вовремя не подкрепиться калорийной пищей и допустить опускание сытости ниже 100, Вольган превратится в немощного слабака. Максимальное здоровье упадет до 150, наносимый урон наполовину от нормального, а передвигаться станет на 10% медленней. Зато голод перестанет падать с бешеной скоростью. Когда же продовольственные запасы позволят наполнить желудок выше 220 единиц, он знатно возмужает. ХП поднимется до 300, а ноги понесут на 25% быстрее. Урон увеличится в 2 раза. Теперь Вольган с легкостью расправится с любым мобом, а делать ему это придется часто. Огромные мышцы увеличивают скорость переваривания пищи в 3 раза. Сытость пополняй простой едой, а похлебку из поверженных врагов оставь на боссов. И про любимую еду в ДСТ не забывай. Разумеется, жареная картошечка восстановит на 15 больше голода, чем остальным, а готовится без казана. В путешествиях самое то. Пояс сытости поможет обуздать повышенный метаболизм. Дорогой, правда. Зато терять калории будешь на 40% медленнее. А в царстве гигантов используй жилет зимней спячки. Понадобится шкура медведя-барсука и кучка других недорогих предметов. За старание получишь на 25% замедление потери сытости и защиту от холода. Лечиться же в одиночке выгоднее в вялой форме, ведь максимальная ХП меньше. Такой способ менее затратен, так как перевоплощение сохраняет процент здоровья, а не число. В Тогезер сытость снижена на 100. Впрочем, и не так важна. Циркач перестал жрать в теле, начал качаться и получил классную особенность с мизерной вероятностью срубить или сломать что-либо за один удар. Здесь для получения неимоверной силы понадобится выполнять физические упражнения и удерживать индикатор могущественности выше 75 единиц. В сильной форме нет увеличенной скорости перемещения, как в одиночке. Зато здоровяк все так же наносит в 2 раза больше урона. Вдобавок, таскает тяжелые предметы без замедляющего эффекта, в том числе мраморную броню и кожаный рюкзак. Да и в работе становится в 1,5 раза эффективнее. Гребет, рубит и ломает быстрее. Но инструментам это не сильно нравится. Налитые кровью мышцы и чуток оберегают от перегрева и от замерзаний. Падает же индикатор могущественности не быстро. Но это пока не проголодаешься. На пустой желудок процесс ускорится. В промежутке от 25 до 75 единиц могущественности ничего примечательного с Вольгантом не произойдет. Обычный персонаж со стандартными характеристиками. А если опустишь индикатор ниже 25, тогда придется столкнуться с некоторыми неприятностями. Вполне логичное быстрое замерзание и перегрев не так страшны, как то, что теперь он сильнее отхватывает от врагов. Думаю, тебе захочется быстрее накачать мышцу. В этом помогут гантельки. Чем слабее персонаж, тем легче с их помощью пополнять индикатор. Становясь сильнее, теряешь скорость прокачки. Понадобится больше повторов, чтобы восстановить то же количество могущественности. Каменная, что дается при старте, больше подойдет слабому Вольгангу. Все гантели дают по 2 единицы силы в этой форме, и нет смысла тратить прочность более дорогого инструмента. Золотую выгодно использовать в среднем состоянии, когда каменная будет давать уже только 1 очко. А драгоценную целесообразно применять только в могучей стадии. Она единственная будет давать по 2 очка. Причем в любом состоянии. Если на базе сундуки ломятся от аметистов, можешь использовать только ее. Гантельки в качестве оружия тоже сгодятся. Правда, удар будет значительно отнимать прочность, но и прокачивать силу. В нормальной и слабой форме ими можешь только бить. Каменная наносит 27 урона, золотая 40, а драгоценная 59. А вот в могучей ее придется уже бросать. Это довольно полезно, если есть желание пафосно прикончить птичку, бабочку или зайчика, например. Но учитывай, не попадешь по цели, потеряешь 5% прочности.
В общем, гантель занимает слот в инвентаре, имеет свойство ломаться, не чинится, забывать ее на базе никак нельзя, а иметь лучше сразу две. Поддерживать могущественность на нужном уровне ими вскоре наскучит, поэтому задумайся о полноценной качалке на базе. Возьми 2 веревки, каменных блока, 4 доски и преврати в тренажер. Вначале доступны не такие эффективные мешки с картошечкой. Сломав их, получишь 2 камня и траву. Мешки с картошкой без картошки. Прям как в цирке. Вместо них ставь что потяжелее. Огромные овощи, которые наконец пригодились. Или валуны, что сбрасывает на тебя летом в пещере муравьиный лев. Ну и статуи боссов хорошо работают. Тогда у центра толчкометра появится новая, белая полоса. Пока желтые накидывают 2/3 от положительных пунктов, белая отдаст их все. Напрягай мышцу и жмякай мышкой в момент, когда шарик на середине. Чем тяжелее веса установил, тем быстрее прокачка. А после отличной тренировки подкрепись посытней. В отличие от гантель, тренажер расходует голод. В игре за сверкание мышцами не накормят, и оберегать хрупкую тушку от опасностей, пока качаешь медиальную головку трицепса, никто не станет. Впрочем, главное приловчиться, тогда и в самый разгар заварушки успеешь в сторонке потренироваться. Есть у Вольганга один порог. Казалось бы, чего может бояться такой силач? Например, темноты. Нахождение в неосвещенном месте для любого чревато потерей рассудка. Но Вольф теряет на 10% больше типичного Вилсона. А в Тугезер темнота даже какая-то более темная. И будет отнимать уже на 25% больше. С монстрами та же проблема. Они пугают силача на 10% сильнее. А в ДСТ есть особенность. Чем их больше, тем быстрее улетает рассудок. И еще хуже, если Вольганг находится среди монстров один. Находящиеся неподалеку друзья заметно замедлят падение. Таких найдешь у нас в Discord. Добавляйся в список искателей, а после пиши в личку тем, кто добавился ранее. Ну или в крайнем случае в качестве друзей могут выступать питомцы и прирученные животные. Тамашантер идеально подойдет циркачу в качестве головного убора, восстанавливает 7 рассудков в минуту, согревает холодными ночами, а в комплекте с ирисками и жареными зелеными грибами забудешь о мелких проблемах с рассудком. Реворк в ДСТ поделил сообщество. Но недовольно, кто мейнил Вольганга и вжился в роль классного танка, подходящего новичкам, умеющим готовить фрикадельки. И тех, кто рад необходимости монотонно попинать веса и стать королевой качалки. Правда, медленно сливая резы на гантельке с целью оставаться максимально мобильным. Ликвидированный же бонус к скорости в могучей форме нивелируется возможностью передвигаться без налагаемого некоторыми предметами замедляющего эффекта. Перемещаться с обычной скоростью в мраморной броне, поглощающей 95% урона, который обычно замедляет на 30%, многого стоит. Получается, проблема только в том, что мы никогда не сможем одинаково ответить на постоянно мучающий человечество вопрос: качаться или жрать? Какой выбор сделаешь ты?